Всем привет, дорогие друзья, с вами я, Александр Михаленко, и наконец-то мы в Крыму. Как я счастлив, вы не можете себе даже представить, друзья. Начнем мы этот год на канале, так скажем, с видеоролика о моем самом любимом городе. Конечно же, это Судак. Сейчас отправимся на набережную. Я так соскучился по морю, посмотрим, как там море без меня было. И даже искупаюсь сегодня, поэтому не переключайтесь, у нас будет интересный видеоролик, я надеюсь. Ну и пойдемте наслаждаться этим Крымом, друзья. Какой здесь воздух, просто ни с чем не сравнится, поверьте мне. Ура, мы в Крыму. Пойдемте смотреть, что здесь поменялось за время моего отсутствия. Посмотрите, какая же здесь красота. Сейчас идем практически на рассвете по Сосновому Бору. Друзья, я не могу вам передать, какой здесь воздух. Я так соскучился по всем этим местам. И пройтись вот так одному утром в таком месте, это нереально круто. Люблю Крым, не могу без Крыма вообще. Посмотрите, какая погодка замечательная. Она где-то будет плюс 11, плюс 15 градусов днем. Сейчас утром плюс 4. Но лес просто потрясающий. Вот такие краски у нас. Как будто весна на дворе, честно говоря. Тихо так, спокойно. Круто. Вот такой Крым, друзья, я обожаю. Наконец-то мы дома, в Крыму. Сегодня снимаем Судак, и вечером я уже отправлюсь в другой город. Пока не буду говорить, что это, пусть это будет секретом. Но поездим снова по Крыму с вами, посмотрим, что здесь изменилось за время моего отсутствия. Но, конечно, местечко шикарное. Такие сосны. Посмотрите, на траве такая изморозь. Просто утро в Крыму. Что может быть лучше? Ох, какая красота. Посмотрите на эти цвета. На это солнышко. Нереально красиво. Сейчас отправимся с вами на набережную. Посмотрим, что изменилось в городе. Покажу вам елку, хотя это уже, наверное, не актуально. Как украсили Судак, я еще сам, честно говоря, не видел. Но здесь природа просто потрясающая. Вот я еще раз убедился, насколько сильно я люблю Крым. И вообще вот город Судак мой самый любимый город. Кто бы что ни говорил, возможно, у вас другой любимый город. Но для меня Судак номер 1, это однозначно. Вот такая у нас здесь красота. Идешь по лесу. Я прям живу возле этого Соснового Бора. Метров, наверное, 50 от него. Выходишь вот так утром на прогулочку, дышишь тем воздухом. И это круто. В Крыму, когда я был, я вообще здесь не болел ни разу, только приехал в Москву, сразу же там заболел. Но сейчас уже вроде бы выздоровел, все нормально, я жив, цел, здоров. Вот такие, друзья, у нас небольшие новости. Ладно, отправляемся прям к морю. Возможно, я еще не утверждаю, но возможно, если там не будет шторма, мы даже с вами искупаемся в море. Но только посмотрите на эту красоту, на этот лес. Это прям какой-то кадр из каких-то фильмов. Очень красиво, что аж слов даже нету. Вот такая красота у нас. Вот мы и переместились к главной елке города Судак. Вот такая елочка. В принципе, в прошлом году украшение было точно такое же. Но добавилась новая инсталляция. Вот такой олень с каретой. Его раньше не было. А вы знаете, что олень это топ. Это символ нашего канала. Ладно, друзья, давайте отправимся по Кипарисовой аллее. Немножко покажу вам елочку. Ну, конечно, украшений прям совсем немного. Вернемся вечером, посмотрим, что здесь вечером у нас с этой елкой будет, как она светится. Как видим, здесь уже погода у нас совсем не весенняя. Солнышко спряталось за туманом. Сейчас отправимся на море, посмотрим, что у нас на море. Там в стороне, друзья, этой автостанции светит солнце, там тепло. Но здесь у нас уже так прохладненько. Из-за того, что солнечные лучи не попадают. И выходим на Кипарисовую аллею. Думаю, многие за ней соскучились, так же, как и я. И сегодня мы здесь с вами пройдемся, посмотрим, что у нас на Кипарисовой аллее происходит.
Эх, здесь летом бьет жизнь ключом. Как видим, зимой здесь совсем немного людей. Интересно, на Новый год сколько здесь было людей? Думаю, что было много. Приезжали на отдых, я уже вижу. Вон там 2 человека впереди идет. Сейчас еще у всех выходные. Все празднуют. Уже как у нас 4 января сегодня. Как видим, взорвали здесь хлопушки. В общем, друзья, вот такая у нас спокойная кипарисовая аллея в межсезонье. Вот такое время я очень-очень люблю, потому что можно гулять, когда здесь нет толп туристов. И мне нравится, когда мало людей. А вот Москва, когда был в Москве, куча людей, все куда-то бегут, суетятся, у всех такие недовольные лица. Ну, в общем, Крым обожаю. Потому что здесь вот в межсезонье очень мало людей, и можно свободно идти и наслаждаться всей природой. Здесь шикарная природа. Посмотрите, у нас тут что? Растут цветы, кипарисики, все зелено, все красиво. Эх, как же я соскучился. Уже хочу поскорее увидеть море. Что у нас там на море, интересно? Смотрите, вот все точки закрыты. Олегу привет, вот его точка, если ты будешь смотреть этот видеоролик. Вот здесь гостиница, друзья. Я тут раньше работал администратором. Были времена. Так, здесь какая-то проводка новая появилась. Вот ее раньше не было, кстати. Что за проводки непонятные? И не гирлянды, ладно. Но их точно раньше не было. О, смотрите, какие кипарисики. Шикарные. Чувствую, друзья, себя дома. Обожаю Крым. Кстати, сейчас веду съемку на телефон, потому что у нас здесь туман, серо, и камера GoPro, скорее всего, тоже не вывезет по качеству. А вы пока пишите в комментариях, как вам качество картинки. Надеюсь, что нормальное. Так, продолжаем идти дальше по Кипарисовой аллее. Да, друзья, это шикарно. Я просто, честно говорю, не могу нарадоваться, что я снова в Судаке. Очень люблю этот городок. Невероятная здесь атмосфера. Особенно вот такая у нас зимняя. Зима здесь совсем не ощущается пока. Но зима в Крыму наступает где-то в феврале, в марте. Вот тогда выпадают снега, которые еще, я думаю, в этом году будут. И зима еще нам покажется. А пока вот такая погодка. Вчера, говорят, было солнечно. Но сегодня, как видим, у нас тоже солнечно, только на половине города. А этот туман, он прямо над морем, происходит из-за резких перепадов температуры. Море начинает парить, и такая дымка над ним появляется. Вороны еще каркают, как будто в заброшенном каком-то городе идем с вами. Вот все эти заведения, которые работают летом, зимой они вообще не работают, чтобы вы понимали. Потому что многие, кто отдыхает в Крыму летом, думают, что все эти заведения работают здесь и зимой. Но нет, друзья, сезон заканчивается, все закрывается, все консервируется. Вот посмотрите, Крымский дворик, тоже все закрыто. Вот так и живем здесь в межсезонье. Кстати, вон я уже вижу немножко отсюда просвет на море. Давайте ускорять свой шаг. Пойдем поближе. Я не знаю, вот насчет купания теперь. Здесь нет солнца, купаться будет, наверное, холодно. Но посмотрим. Еще планирую запустить квадрокоптер, полетать над Судаком, чтобы вам показать эту дымку, как она выглядит издалека. Но еще сейчас пойдем в сторону Генуэзской крепости. Посмотрим, что у нас на Генуэзской крепости происходит. Пока, друзья, вот такая кипарисовая аллея. Аттракционы. Все закрыто до лета. Все ждут лета. Все ждут сезона. Интересно, какой будет в этом году сезон. Потому что в прошлом году были закрыты все границы, поэтому многие выбрали место для отдыха Крым. Как будет в этом году, пока еще ничего не понятно. Но надеюсь, что сезон будет не хуже, чем прошлый. Вышли с вами на пятачок. Посмотрите, вообще никого нету.
Почему люди не гуляют? Возможно, отсыпаются после встречи новогодних праздников. Сидят дома. Возможно, еще слишком рано, но уже, друзья, часов 10 утра. Поэтому, думаю, время достаточно, чтобы можно было выйти и погулять, подышать морем. Вот, посмотрите, это здание уже практически достроилось. Здесь раньше был ковбой-клуб, потом рынок еды. И сейчас вот неизвестно, что там будет. А пока вот такая у нас пустая набережная. Я уже вон вижу море, как я скучал. Море у нас серое, это из-за туманчика нашего. Сейчас запущу коптер и покажу вам, как туман стелится по городу, чтобы вы понимали, о чем я вам говорю. Эх, межсезонье, любимое время в Крыму. Так, давайте зайдем до фонтана, пойдем посмотрим, цветут ли наши розы до сих пор, либо уже нет. Вот здесь находится Достлуг. Многие, думаю, здесь отдыхали, гуляли летом. Да, друзья, розы наши цветут. Ура! На календаре у нас 4 января. И в Крыму цветут розы. Расцветают только, смотрите. Так, у нас тут фокусируйся телефон, вот так. Видишь, друзья, телефон очень хорошо фокусируется. Вот такие розы. Так, давайте пройдем дальше. Там тоже. Так, перефокусируйся. Вот такая у нас красота в Крыму. Ух ты, друзья, вижу мыскапчик отсюда. И там просто туман. Сейчас нужно тоже еще в Новый Свет успеть съездить, чтобы показать вам новый свет. Так, смотрите, здесь прям у нас все розы расцвели. Белые розы. Вот такая зима в Крыму, чтобы вы понимали. Вон, видите? Вот туман, и он так идет по городу, стелется. А здесь его в этой части нет, отступил отсюда. Ладно, давайте выйдем к морю, посмотрим на море. Я так скучал за морем. Не могу вам этого всего передать. Там, так, тайный проход. Там, тадам, тадам, тадам. Вот оно, наше любимое море. Выходим. Все, друзья, мы на набережной. Посмотрите на очаг. Он тоже там наполовину в тумане. И море. Море сегодня у нас более-менее спокойное. Ух ты, друзья, вот эта картинка шикарная. Смотрите. Вот там стелется очень красиво туман. Просто нереально круто. Я сейчас хочу туда коптер запустить, чтобы мне голуби его не сбили. Интересно, долетит он туда или нет. А километра, наверное, 4 до тех тучек. Ну ладно, попробуем хотя бы сдалека вам показать. И вон, смотрите, новый свет. Как видим, мыскапчик подсвечивается снизу. Там солнце, сверху тоже туман. И вот такое наше море шикарнейшее. Смотрите. Шторма нет. Штиль, можно сказать. Водичка чистейшая. Обязательно сегодня с вами нырнем. Я думаю, на пляж Мохито сходим, там искупаемся. Эх, друзья, вот зачем я скучал. Вот, видимо, на набережной уже есть какое-то движение. Ходят люди. Некоторые вот вышли на пробежки. Занимаются спортом. После всех праздников нужно сбросить жирок. Особенно мне нужно выходить на пробежку. Ладно, давайте отправимся в сторону Генуэзской крепости и уже запустим квадрокоптер. Покажу вам, как все это выглядит красиво с высоты птичьего полета. Итак, что изменилось в Крыму за время моего отсутствия? Что я сразу вижу, друзья? Посмотрите на вот эти туйки. Они, к сожалению, повысыхали. Видимо, не хватает им полива. Высадили их, но не поливают. Поэтому они уже все умерли, к сожалению. Подорожал проезд в общественном транспорте. Когда я уезжал, он стоил всего лишь 15 рублей, сейчас уже 20. Интересно, сколько в Новый Свет стоит теперь билетик. Вот здесь было вот точно какое-то здание, какие-то торговые павильончики. Как видим, сейчас их тоже поубирали. И теперь не знаю, что там внизу. Что там внизу там будет. Но однозначно здесь была конструкция какая-то. Сейчас ее, как видим, нету. Ну и освободился вид на море частично. Это плюс. Так, идем дальше.
Ну и все, на этом все изменения. В Крыму у нас, друзья, закончились, в Судаке точнее. Больше ничего не изменилось. Насколько я помню, в прошлом году на набережной ставили елки. На Пятачке ставили 2, и возле входа в ТОК Судак ставили тоже елки. Сейчас я, к сожалению, не вижу ни одной елочки. В этом году почему-то их не поставили. Интересно, почему? Но здесь ничего уже не меняется. Такая же набережная. Скоро зацветут у нас розы. Ну как скоро, в мае. Сезон близок. Теперь все ждали Нового года. Теперь все ждут новый сезон. Скорее бы он настал, чтобы все смогли приехать, отдохнуть на море, позагорать на крымском солнышке. Почему эта часть набережной влажная, непонятно. Это сухая. Друзья, ваши предположения, почему так? Сразу говорю, ее не мыли. Кто будет говорить, что ее только помыли, нет. Конденсат там образовывается почему-то. Наверное, одно из главных изменений теперь у нас на набережной появился, друзья, туалет. Ура! Тут туалет работает. Вот такие изменения. Раньше его не было. Зимой, тем более, все туалеты были закрыты, а этот работает даже зимой. Поэтому это огромнейший плюс для Судака. Подходим к главному причалу города. И что здесь изменилось, друзья? Смотрите. Здесь стояли раньше торговые павильоны с двух сторон, их тоже убрали. Муниципальный контроль сказал, что они якобы здесь незаконно находились, и теперь их нет. Посмотрите, открылся у нас наконец-таки вид на море. Я рад очень, что их поубирали. И теперь можно любоваться морем. Но здесь, к сожалению, у нас причал. Его так и не сделали. Он по чуть-чуть разваливается, как мы видим. Надеюсь, что в будущем его, конечно же, сделают, потому что Судак без причала уже 4-й или 5-й год, наверное, пошел. Печально все это. Как видим, там у нас много рыбаков. Видимо, пошел клев. Люди ловят рыбку на новогодние праздники, чтобы пожарить свеженькие рыбки. И здесь вот такой у нас пляжик. Красота, друзья. Море. Воздух такой шикарнейший здесь. Ну и вот она, Генуэзская крепость у нас вверху. На днях сделаю вам экскурсию на Генуэзскую крепость. Пройдемся там, расскажу вам немножко истории. А сейчас мы отправимся в сторону Алчака на колхозный пляж. Посмотрим, какие изменения произошли там. Ну, в общем, изменения за сколько меня не было, где-то неделю. Изменения у нас налицо прям есть. Вот мы и дошли до колхозного пляжа. Что я решил, друзья, купальный сезон откроем завтра в одном очень интересном месте. Когда будет солнышко светить, и посмотрите, где я буду купаться. Значимое для меня место. Вот так сейчас выглядит пляж колхозный, смотрите. Красота какая. В море, кстати, есть медузы. Не знаю, будет ли вам их видно, или нет, они прям прозрачные, как вода. Смотрите, вот медузы. Здесь чем ближе к берегу, тем их больше. Сейчас подойдем. Вот, смотрите. Здесь прям очень их много. Так, сфокусируемся на них. Вот так. Скопление медуз в море. Но водичка чистейшая. Набережная, Генуэзская крепость. И вон вдалеке Новый Свет, мой самый любимый поселочек. Мыс Капчик, Корова, Орел, Сокол. Все горы, которые мы с вами покорили в прошлом году. И в этом, я думаю, мы их точно еще не один раз покорим. И здесь у нас мыс Алчак. Вот такая красота сегодня. Шум моря, как я по тебе скучал. Друзья, какой же здесь воздух. Просто не сравнится ни с чем. Еще одно немаловажное изменение, которое произошло за эти дни. Посмотрите,
наконец-таки снесли это здание, которое здесь было разрушено, которое портило просто весь вид у нас набережной. Сейчас здесь вот такая площадка. Надеюсь, что здесь сделают какую-нибудь парковую зону с зелеными деревьями, со скамеечками, с фонтаном, чтобы люди могли прийти сюда и отдохнуть. Ну или хотя бы парковку. Но не уже такое разрушенное здание, которое здесь было. И действительно, оно было ужасное, портило весь вид. И сейчас вот так сравняли территорию. Надеюсь, что-нибудь здесь годное появится в Судаке. Еще одно какое-нибудь место отдыха. Вот такая, друзья, теперь будет красота, надеюсь, если это облагородят все. В общем, ждем перемен к лучшему. Как видим, Судак меняется. В городе, кстати, появилось много новых остановок общественного транспорта. Все они уже такие более-менее технологичные. В городе появилась навигация, информационные стенды. Сейчас, если найду такой, то обязательно вам покажу. Вон меня уже ждет моя маршруточка. Сейчас отправимся на ней прямиком в город.